Вот это место, это граница России и Беларуси. Я только что въехал в Россию, и это были самые жесткие 3,5 дня в моей жизни, которые были связаны с моей работой. Я иду вообще вот без шнурков. Теперь я знаю, что это обязательная процедура перед тем, как себя помещают в тюремную камеру. Честно скажу, мы все видим ту жесть, которая происходит на демонстрациях. Вот эти резиновые пули, это безусловно, это невероятная жесть. Но то, что происходит с ребятами, которых ловят на этих демонстрациях, это в 8-кратном просто размере невероятная жесть. И я видел ее просто вот от и до, и на себе все это испытал. Это будет выпуск о том, я не знаю, о том безумии, которое вообще возможно, и о чем я вообще не мог никогда подумать, что может происходить не только в Беларуси, любимейшей вообще стране, куда я с удовольствием гонял есть драники. Я вообще не мог подумать, что такое в принципе возможность вот в сегодняшнем 21 веке, когда уже нет инквизиции, когда не едят людей. Это просто... Вы не любите, когда я матерюсь, но это был пиздец. Время 5 или 6 утра. Я, честно говоря, немножко потерялся во времени. Еду я ровно в тот день, когда в Беларуси, в Минске задержали, избили и увезли в неизвестном направлении примерно всех журналистов, российских журналистов, я имею в виду, которые там работали. Долгое время от них не было просто ни капли информации. Вот. Сейчас многих из них выслали из страны, и там началась еще большая жесть. В общем, посмотрим, докуда я смогу доехать. Ты въезжаешь в город, и у тебя такое впечатление, что любимый Минск, в общем, как всегда, прекрасен. Тут отличная погода, солнце. На самом деле, днем город совершенно не выглядит каким-то, знаете, типа разнесенным, избитым. Нет, при том, что, в общем-то, город фактически парализован. То есть я работал в очень многих странах на протестах. Я нигде такого не видел. То есть страна фактически парализована. Третий день страна живет без интернета. Причем без интернета это не так, что ты не можешь там в WhatsApp зайти, а это значит, что интернета нет у отелей, банков, транспортных компаний. Невозможно не купить никакой, соответственно, билет, невозможно спланировать никакую доставку. То есть абсолютно полный трэш, вообще ничего невозможно сделать через интернет. Конец рабочего дня, спускаешься в метро, а люди почему-то идут в обратном направлении. А все, и вообще и не будет работать уже больше? До какого? В 6 вечера закрыли метро. Причем до какого-то неопределенного срока, то есть полицейские говорят, что типа до распоряжения. Думаешь, ну ладно, закрыли и закрыли. Митинги в Минске на тот момент проходили уже 2 дня, и я подумал, ну что, бывает. И пошел пешком дальше. Время 6 часов 15 минут. Все гуляют, никаких демонстраций еще и близко нет. Видите человека в черном, который вдруг пошел в мою сторону? Это последние секунды, когда я думал, что въехал в Беларусь, которую я давно знаю и очень люблю. Я только что вышел, я не знаю, следят ли сейчас за мной. Честно сказать, мне безумно страшно хоть что-то сейчас говорить в камеру, потому что это были... Как херачат люди здесь, я просто не видел никогда. Все, я постараюсь, я ничего не буду больше записывать до тех пор, пока не выйду из этой страны. От гостиницы до магазина было типа там километр, 10 минут ходьбы, я возвращался, и мне не хватило где-то 100 метров, чтобы дойти до гостиницы. Иду я себе, тупо ко мне подходит, значит, ОМОНовец, вот, просто из ниоткуда он появился, то есть он где-то рядом с деревом стоял, я не знаю, то есть там не было какой-то засады туда-сюда, и такой: покажите, что у вас в рюкзаке. Открываю рюкзак, там камера. Вот эта вот камера, она довольно большая. Вот. Он такой: так, покажите ваш паспорт. Я ему показываю российский паспорт. Он такой: о, все понятно. Я еще и близко ни на йоту еще не понимал, что ему там понятно. Вот. Он меня ведет к другим своим более старшим ОМОНовцам. Они меня узнают в эту же самую секунду, несмотря на то, что я в очках солнцезащитных. Они говорят: о, ты же тот чувак крутой, который ездил в Венесуэлу, в Северную Корею. Я такой: о, блин, ребят, как приятно. Начинается разговор, они такие: так, то есть ты сюда тоже приехал снимать? В голове их такое срабатывает, значит. Такие: понятно. Вот. И говорят: ну,
Антон, давай, пожалуйста, проследуй в автозак. Он говорит, типа, ты там не подумай, все будет нормально, вообще, типа, ты как бы не участник, ты там никого не взрывал, все будет хорошо там тебя вообще. И он такой, блин, я сейчас даже скажу, чтобы с тобой было нормально. И как бы я подхожу, меня подводят к автозаку, типа, и там меня встречает ОМОН. ОМОН белорусский, это... Вы сейчас поймете, кто это такие. Телефон, второй телефон. Еще, ну там у тебя какая-то хрень, это GoPro. Там тут, и типа, и на глазах уже вот этого интеллигентного человека меня просто берут уже, значит, за шкирку в головой и вкатывают, значит, в этот автозак, вот. При том, что я как бы поднимаю руки, я говорю, ребятушки, ну вы же, значит, вы же демократическая республика Беларусь, правильно ведь? Я вообще как бы соблюдаю все ваши законы, нельзя, так нельзя. Хуяк, значит, пожалуйста, в одноместную, это не камера в автозаке, типа, вот как это, я не знаю, какое-то пространство вот это вот 30 на 30 сантиметров. Вот знаете, вот в фитнес-клубах вот шкафчик, куда вешаешь вот полотенце, вот примерно столько же там пространства. Я такой захожу и понимаю, что, а вы знали, в таких местах можно разместить 4, блядь, человека, 4. Двое стоят на лавке, и типа один здесь, ну, и нас куда-то везут. Там дико жарко, я думаю, боже мой, как жарко, думаю, боже мой, как я страдаю, думаю, сейчас, наверное, меня сейчас закончится. Это было ничто. Это был, может быть, лучший момент последних моих 4 дней, вот в эти мгновения. Они привозят, и, соответственно, дальше начинается идти жесть по дикому нарастанию. Просто, то есть, раз в час тебе становится хуже. Каждое новое место, куда тебя привозят, тебе становится там значительно хуже. В тот момент я, конечно же, не мог снимать ничего. Конечно, ну, то есть, естественно, меня отобрали камеры, телефон, все. Я не имел к этому доступа долгое время. Но я очень хочу, как бы, передать атмосферу того, что там происходит, поэтому я просто покажу, что с нами происходило. То есть конкретно этот забор, он, конечно, не имеет отношения к тому, что происходило, вот, но то, что делали с людьми, у меня вот на ноге как бы основной такой небольшой привет остался. Это, обратите внимание, видите, крестики, это такая, скажем так, узор на подошве берца, который был у ребят, которые оставили мне этот прекрасный след. Но на самом деле это полная херня по сравнению с тем, что там творили с людьми. То есть вот мне как бы повезло еще, можно сказать, потому что я еще закрывал лицо руками. То есть что там творили с людьми, то есть меня, можно сказать, гладили. Нас привозят в какое-то место и говорят, так, мы пересаживаемся в другую машину. И вот здесь происходит жуткий момент, потому что ОМОНовцы вот этот момент пересаживания воспринимают как такой кайф какой-то, я не знаю, типа. И, соответственно, как это выглядит? То есть подъезжает вот наш Бобик, вот, он открывает дверь, и такой, а там уже стоит коридор ОМОНовцев слева и справа, они через каждый метр стоят, у них в руках дубинки, и они ждут, они просто вот так же обожают этот момент, как и он такой, вашему вниманию представляется, сейчас здесь пойдет блогер, и меня, значит, и он такой, оп, поехали, дверь открывается, и, соответственно, быстрее, ты и так идешь быстро, он говорит, что быстрее, и по жопе тебя бьет каждый, дубинкой, если тебя попадает, бьет абсолютно каждый, причем они херачат, ну, то есть, им нравится оставить на тебе клеймо. Вот я встречал потом, уже забегу вперед, я встречал потом ребят, они были в определенном РУВД, у каждого из 50 человек, кто там был, у них была абсолютно одинаковая ссадина вот здесь на шее, потому что каждый раз, когда их заставляли тупо представиться, когда они лежали, он одинаково, как он, наверное, считает, красиво бил с левой или с правой стороны вдоль позвоночника вот здесь, и там остается такая блямба. Причем ты не можешь в этот момент закрывать лицо руками, потому что они у тебя вот здесь. Вот, и, соответственно, тут как повезет. Поэтому первых диких люлей ты получаешь по пути в автозак. Вот дальше тебя хрен знает сколько везут в автозаке. То есть тебя закрывают вот в эту какую-то кабинку, и там тебе не разрешают сесть. Хотя там есть лавка, то есть как бы, ну, вполне себе садись, попробуй только сесть. Я сел один раз, и тут же просто дубиной херак. Типа, кто тебе разрешил сесть? И то есть вы встаете, вас и так там как кильки, и вас везут максимально по кочкам. То есть не на каких там вот этих лежачих полицейских кочках, они ни хера не сбавляют скорость. Вот. И там на поворотах,
и то есть единственное, чем ты можешь держаться, это вот голова, то есть ты упираешься типа своей вот макушкой в потолок, и вот типа держишься вот на этих вот так вот происходит, потом еще кочки, и ты себя, конечно, все-таки хером отбиваешь, и только попробуй сесть. У них есть камера, то есть он там сидит, он не будет тебе каждую там секунду заглядывать, но ты попробуй только сесть, это блин, к херам. И вот здесь было прям жестко, то есть когда вот они выходили и клали нас мордой в пол, в газон и как бы в бордюр, было очень жестко, то есть они прям играют с тобой, то есть ты такой выходишь из, значит, этого автобуса, и там их стоит несколько, и они типа один ударил, хоп, тебя как мячик, знаешь, с одного перекидывают колено на другой, вот так вот со всех сторон, потом тебя кидают вниз, и типа еще раз, да ты, сука, ты что-то неправильно лег, типа, знаешь, это делают тебя виноватым в том, что типа, да это ты виноват, что мы тебя сейчас херачим, ты что неправильно лег? Вместо того, чтобы, да, сказать людям, люди, просто лягте головой вниз и вытяните ноги. Нет, люди не понимают, как надо лечь, потому что их херачат, на них орут, они прям специально орут, то есть это такой вот момент давления, устрашения, в который в этот момент ты чувствуешь себя чмом. И они, конечно же, тебе об этом говорят. Ты говоришь, да ты чмо, да ты никто, да ты тварь, да ты вообще, да ты че. То есть тебя прям вот морально унижают, тебя прям морально вгоняют в ощущение того, что ты никто в этой жизни. И что происходит дальше? Нас выложили 50 человек штабелями мордой в землю. То есть тебя в итоге кладут вот так мордой и вот так вот на бок. Так в целом лежать довольно удобно, поэтому так лежать нельзя. Лежать надо вот так, а как бы нос мешает лежать спокойно. То есть ты вот так вот, если расслабишься, то ты не сможешь дышать. То есть нос прям мешает и больно становится. Поэтому ты все время должен быть в напряжении. То есть либо вот так вот, и то так тоже не разрешают лежать, потому что ты видишь, что перед собой происходит. Поэтому ты должен лежать вот так. И то есть фактически ты как бы напрягаешь шею, вот, для того, чтобы не давить на нос. То есть ты немного вот так упираешься лбом, вот, и как бы шеей поддерживаешь вот это место для носа, чтобы удобно было дышать, потому что иначе ты просто не сможешь дышать, вот, и как бы, то есть в таком положении лежать очень тяжело. Ну, то есть ты все время страдаешь. И они постоянно подходят, спрашивают какую-то информацию, типа там, имя, фамилия, там, место работы, туда-сюда. Ну и как бы ты думаешь такой, ну сейчас соберут какую-то информацию и, наверное, куда-то повезут дальше или еще что-нибудь будет происходить. А ничего не происходит. То есть ты лежишь вот так вот час, два, три. Нас положили в 8 вечера. И то есть время уже там 10 вечера, 11 вечера, час ночи, 2 ночи, а мы лежим вот так, и вообще ничего не происходит. То есть земля уже похолодала, на улице стало дико холодно, потому что, блин, ну, по ночам сейчас холодно, прям ветрище, то есть, а людей всех брали днем, когда было тепло, то есть куча людей в шортах, в одних майках, и это просто дикая дичь. То есть 3 часа ночи, холод, ты лежишь на абсолютно ледяном вот этом газоне, вот, и ты... Парень был со мной, он шел к своей девушке. К нему подходит ОМОНовец и говорит, покажи телефон. И он находит у него какие-то скриншоты из, соответственно, вот этих пабликов телеграммовских и так далее. Он такой, о, понятно, давай портфель. Начинает открывать портфель, и в портфеле находит брелок. А брелок с белым символом движения, которое вот скорее против Лукашенко, чем за. Вот. И он такой, ах ты мразь! Берет этот брелок, прикладывает к нему, ему вот сюда вот на вот эту вот на щеку и коленом вхерачивает, ну то есть не просто коленом, у них же у всех еще здесь защитные накладки железные, и он вот этой накладкой ему прям вот сюда. Были какие-то дикие, видимо, ОМОНовцы, которые для того, чтобы нумеровать вот ребят, они, короче, фломастером писали номера на ноге у них. Они писали номер 1, и там же писали название улицы, на которую его взяли. И там у чувак, который был в штанах, они не запаривались, взяли ему, взрезали все эти штаны и типа просто написали на ногах. Вот. И они почти все с разрезанными вот этими штанами. И это была дичь. У нас был парень, у него в портфеле нашли нож для бумаги. Знаете, вот такой вот. И они, ах ты мразь, твой нож, да ты шел нас убивать, ах ты сволочь. И какой-то ОМОНовец взял, соответственно, ему вот этот нож и вырезал на заднице, у него вот такой квадрат, прям на жопе.
Вот, и просто чувак просто все оставшиеся дни ходил вот с этой дыркой на жопе. Про дырки на жопе это какая-то, я не знаю, ну, это прям какая-то распространенная тема. Один парень, он не хотел сообщать пароль от айфона, то есть он не давал цифры, вот, прям упорно, причем они сначала его херанули ему, а потом он не сообщал, его закинули в автозак и на дубинку надели презерватив и, значит, начали... Что они делали? Они, значит, продырявили ему штаны, вот, и как бы дошли до булок, то есть не стали вгонять туда внутрь, скажем так, но вот до булок дошли, и как бы, ну да, парень сказал. Еще один парень, короче, у него были длинные волосы, то есть прям вот такие, вот, и у него, ну, то есть он носит обычно такую... резинку, чтобы вот закалывать их. Так вот его когда взяли, им так, блин, было прикольно, вау, чувак с длинными волосами, они ему говорят, они заставили его жевать эту резинку, прям вот там резинку, и потом браслет, они прям он прям его жевал. Меня очень впечатлил парень там был, Иван, ему 25 лет, и он программист, и то есть он зарабатывает очень хорошо, прям в разы больше, чем многие, ну там много было таких ребят, которые зарабатывали много. Он был со своим младшим братом, он был на 2 года его младше, вот, и тот был гораздо более идейный. Они сидели просто в кафе, ели пиццу. Вот, они доели, начали вставать, и брата схватили, увели через дорогу, вот, и вот этот второй брат, Иван, старший, который со мной сидел, он видит это, и он понимает, что он не может оставить этого брата, вот, и идет за ним. Но что происходило дальше, нас привезли в СИЗО, и нас всех распределили по камерам, то есть там было 1000 с лишним человек, и там был парень, которого так херачили, просто, я не знаю, мне кажется, он должен был умереть прямо там, потому что его просто вот эти звуки, и их прям заводит, когда человек вот орет, они прям вот, они тебя еще сильнее херачить начинают, поэтому, если вас бьют, молчите, ни слова, вот держи за зубами язык, это как бы их будет меньше воодушевлять на то, чтобы тебя херачить еще сильнее. Так вот этого парня, я не знаю, может быть, у него что-то сорвалось, и он там назвал их суками или еще что-то, я не знаю. Вот, ну то есть его прям наказывали, его прям карали, причем его гоняли, его не в одном месте били, а прям гоняли, его в одном месте похерачат, потом его типа заставляют идти в другое место, пока он идет, я не знаю, как он нам наверное, на карачках как-то идет. Ну то есть мы все это только слышали, то есть все эти картины ты только слышишь, вот. Потому что смотришь в забор все время. Вот, и он идет на карачках, его еще дубасит. И прям в какой-то момент, то есть он орал, и они заставляли его кричать: «Я люблю ОМОН!» Они заставляли, чтобы они прям ставили его, привели, чтобы мы все слышали: «Ори, типа, я люблю ОМОН!» Он: «Я люблю ОМОН!» Херачит: «Громче! Громче!» Он уже орет, блин, со всех связки он надрывает: «Громче ори! Громче! Я люблю ОМОН!» Дичь! Просто дичь. И в какой-то момент он перестал орать. То есть прям, видимо, что-то с ним случилось. А все это вот Иван, который со мной сидит, он слушает это, и он говорит: «Я на 90% уверен, что это мой брат». И вы представляете, что чувствует этот человек? Вот он сидит рядом со мной, слышит, как там убивают просто его брата, и ничего не может сделать. Он сидит, у него просто слезы в глазах вот стоят, люди как-то, ну, то есть ребята как-то более-менее, знаешь, в себя пришли, потому что руки там в камере развязали, мы как-то можно поговорить, чуть-чуть в себя прийти, а он сидит и просто, он вообще не здесь, он вот там полностью слушает это и просто охеревает, и пытается понять, там сложно понять, потому что ты голоса человека толком не слышишь. И я его спрашиваю: «А как ты понимаешь, что это он?» Он говорит: «Ну вот я слышу его интонации, вот то, как он берет воздух, как вот какие слова он там типа использует». Он говорит: «Это скорее всего он». И в какой-то момент тот парень, которого там наказывали, он прям перестал кричать. То есть что-то случилось. И он нам кричит, и типа они такие: «Что такое?» В промежность попали, в промежность. И они типа ему кричат: «Снимай». Вот, он снимает, и они говорят такую фразу типа: «Ну да, есть проблема. Теперь будешь работать на один мотор». То есть они, судя по всему, ему отбили одно яйцо. 3 часа гоняли по коридору взад-вперед, ну, развлекала нас местная в масках, которая, что вот плохо ходите, давайте еще. И били вообще очень, я просто видел, там у людей, там один там голову закрывал, так ему сломали просто руку, вот тут все распухшее было, видно, что фаланги деформированы, то есть сломали руку, раздробили ему. Вот, там у другого человека просто лицо было разбито вообще в мясо, просто тут нос такой, все, видно там. Ну, многие люди там просто были, просто виду не такие, все, не тоже синяки, а просто уже там у них, не знаю, там
Ну, это ужас, я такого не видел никогда в жизни. Николай Бандарик из Петербурга. Мы с ним познакомились в одном из коридоров. И из Беларуси выезжали на одной машине. Ужасно было, когда вот мы нас уже поставили около стены стоять, тоже там около стены мы целый день стояли, вот, со связанными руками за спиной. Там вот нам 4, по-моему, человека увезли уже в больницу. У одного начался инсульт. У меня просто так получилось, к сожалению, у отца был инсульт. Я просто знаю, как это выглядит. У него сразу перекосилось лицо, но сразу снял. Он сразу начал говорить, как говорит инсультники, когда человек инсульт. Ну, тут невозможно так перепутать. И у него все, у него сразу рука обвисла. Потом вот он начал хрипеть, и потом уже я вижу, что у человека все признаки инсульта начались, у него перекосилось лицо. Я видел, я вот голову повернул, вот, и все это видел. Вот у него перекосило лицо, у него движение уже парализовало одну сторону, и он упал. Они сначала подбежали, начали бить, что это, сука, а потом они поняли, что это уже не симуляция. Я уже тут заорал, говорю, вы что, он умирает, у него инсульт, срочно в больницу надо. Если в течение 3 часов не доставите в больницу, он кони двинет. Там еще, говоришь, да, были кому плохо? Да, у одного человека, значит, он сразу предупреждает, что у меня рак, у меня терапия, мне нужно есть таблетки 2 раза в день. Вот какой-то горсть таблеток, обязательно с водой и с едой заедать. Ну, они там начали тоже пинать, что типа, да, ты там что-то врешь. Там. Вот. Потом все-таки как-то что-то там, вроде какую-то ему дали, там что-то кусок хлеба, дали ему там воды, он запил, съел. Но все равно потом у него начались какие-то судороги, там рвать его начало. Вызвали скорую помощь, его там... Не усвоилась таблетка. Наверное, да, без еды, да. И уволокли его тоже в скорую помощь, вот тоже я это все видел, я как свидетель. Вот. Особенно запомнился такой нормальный парень, по-моему, Миша его зовут. Он стоматолог местный, в Минске стоматолог, такой интеллигентный парень, молодой, тоже около 30. Вот. И он стоял, говорит, потом все замолк. Но думаю, человеку надоело говорить. И он, вижу, так он раз так назад отпадает, и так звук такой, кость затылком в асфальт. Это у него был сахарный диабет, ему просто нужно было что-то сладкое съесть или то самое. Вот. Но потом он немножко очухался, ему эти тоже. Они кричали, у кого есть сахар. Да. Они принесли ему сахар запить. Ну, это, конечно, это уже мало помогло. Ну и потом они тоже там долго лежал. Вот. Они все-таки вызвали скорую помощь, потому что они просто боялись, что человек умрет прямо там. Вот прямо тут он умрет, тогда, конечно, будут какие-то неприятности. Да, вот пока не понимают, вот реально, да, что он прямо здесь умрет. Да, что ты вот хорошо заметил, да. Когда они понимают, что он сейчас умрет вот прям перед ними, да. Они такие, давай что-нибудь сделаем, давай увезем его, чтобы он умер там. Да. Ну, потому что их заставят объяснительные писать, это понятно. Тут не съехать с этой прожарки никак. Я никогда не думал, что держать руки за спиной, это может быть так тяжело. То есть в обычной жизни мы иногда ходим, да, так вот сложим руки, ну и ладно. А оказывается, если ты вот стоишь в таком положении типа час, 2, 3, а мы стояли в таком положении часов, я не знаю, 19, наверное, подряд, это дикая дичь, это просто, причем как бы они не используют обычные наручники, используют вот такие пластмассовые хомуты, причем как бы, то есть они прям надевают их, знаете, вообще не жалея, вот, соответственно, вот так это происходит, то есть кисти должны быть наружу, вот, и чтобы у тебя не было никакой возможности вообще не избежать ничего, и вот так они затягивают, прям, поначалу нам вообще затягивали прям до упора, что руки начинают неметь довольно быстро, вот, только потом, если ты там найдешь, вот так было, да, вот так, поначалу было именно так, просто дикая дичь вообще, вот, и если ты потом найдешь, упросишь какого-то там товарищ милицейский, можно чуть-чуть ослабить, находились ребята, которые подходили, реально чуть-чуть ослабляли, было такое, спасибо им большое за то, что они делали, но в общем и целом это как бы, дикая дичь вот в таком положении находиться, причем как бы самая боль происходит даже не из-за того, что у тебя не имеют руки, там их можно немножечко потереть, да, больно, неприятно, но самая дичь происходит вот здесь, в плечах, они в какой-то момент, типа 2-й, 3-й час, они у тебя начинают просто ломить вообще дико, потому что это неестественное положение для рук, то есть, и как бы, потому что плечи назад, и они у тебя просто выпадают из суставов, и это просто дикая боль, и ты стоишь и потом пытаешься любым способом, знаете, немножечко привести сустав в нормальное состояние, вот так поднимаешь руку, тебе еще больше давит на ладони, но хер с ним, потому что ты типа вот 10 секунд вот так постоишь, и тебе прям легче становится, прям такой выдыхаешь, боже мой, чуть-чуть, потом обратно, в другую сторону постоишь, это прям дикая боль, то есть я сейчас вот специально постою еще где-то вот какое-то время для того, чтобы вспомнить ощущения, потому что вот то, что происходит в момент, когда их снимают, это вообще отдельное ощущение, я поделюсь ими. В дворике в тюремном, куда нас запихали, а просто все забиты были, транзитно, все камеры забиты, и нас на ночь просто в дворик, вот маленький дворик, 5 на 5 метров, у нас набили 70 человек.
и у нас была такой, как я сказал, пляска пингвинов. То есть так, люди как пингвины собирались в кучку так вот. Человек, наверное, 20 так вот обнимались все вместе в одну кучу так вот. И грелись, да. Вот и менялись местами. Вот как пингвины. Да, и мы посчитали, то есть значит, в камере нас было всю ночь 130 человек. Вот какой больше, чем всю ночь? Это не камера, это дворик, да, это не камера, дворик, да. И мы посчитали, у нас дохренища времени было, мы посчитали, там, короче, 33 квадратных метра. То есть, прикинь, разделить 130 человек на 130, это получается на 1 квадратный метр 4 человека. Вот 4 человека, вот так, еще 2 и вот так. То есть ты реально постоянно находишься в час-пиковом автобусе. Парни, они ехали в автозаке, вот, и там в автозак закинули дедушку, не знаю, сколько, за 60 ему. И он был пьяный, и он, как бы такой малоадекватный, может быть, бомж, я не знаю точно. Вот. И они такие: о, а давай на нем проверим щит. И второй такой: а давай. И берут, а щит, типа, он с электрошокером, и берут херак этого деда. Бфф. Просто трэш. Женщин бьют. Да, я слышал реально, как ночью бьют женщин. Это было дико. Причем я даже слышал этот разговор. То есть она кричит: блин, ты не можешь со мной так разговаривать со мной, ты не можешь себя так вести со мной. А он и такой, типа: почему это я так не могу себя вести с тобой? Типа, ты ты агитаторша, ты провокаторша, ты типа это. Поэтому я буду относиться к тебе точно так же, как и их, да, били женщин били. Причем они сейчас даже задерживают даже в машинах. То есть кучу ребят задержали, пока они ехали в такси. Вот они ехали в такси. И просто, обычно происходит это вечером, когда темнеет, то есть когда где-то идут уже акции, и вот в округе тех мест, где происходят акции, происходит вот такой трэш. То есть, как это происходит, подбегают, соответственно, силовики, херачат просто по стеклам, вытаскивают тебя, водителя, всех, там ставят на стекло или еще куда-то. Вот, и там если, то есть не задают вопросов. У меня в какой-то момент, ночью, особенно под утро, сложилось ощущение, что вот эти вот где-то крики, это прям саундтрек какой-то. Ты все время слышишь, как кого-то бьют. Да. Плюс-минус. Может быть, перерывчик там на полчаса. Нет, там перерывчиков-то практически я помню, что и не было, потому что там ночью постоянно привозили каких-то новых задержанных. И их там прямо пинали, прямо били, так люди орали, как, не знаю, какого-то человека там. Ночью партия была очень Да, очень большая. Ты слышал этого парня, которому заставляли кричать: я люблю Да, я люблю ОМОН. Я люблю ОМОН. Просто было вообще. Его били, я слышал, били. но не дубинками уже, и уже даже не дубинками, его уже то ли об стены вот так вот со всего размаха били, то ли ногами с разбегу. Есть такое выражение: бить смертным боем. Вот я вот вчера ночью, вот я понял, что это значит, когда вот человек воет как зверь, его бьют, сука, крича: я люблю ОМОН. Громче кричи, еще громче. Да. Орет, как из раненый, как последний зверь раненый спускает последний дух, и орет. Нет, реально это филиал ада на земле был. И самое сложное стоять у этого забора — это то, что холодно. То есть на самом деле были милицейские, которые как-то входили в положение, и они прям сказали: ребят, у кого есть что надеть, типа скажите, мы подойдем, типа достанем вам из рюкзаков и наденем. Вот мне дали вот эту кофту, вот, а рядом со мной стояли ребята, у которых ничего не было, они в шортах и майке, потому что брали всех днем, вот, и то есть это выглядит в 5-4 утра, это вот так, то есть в 5-4 утра довольно холодно, плюс ветрище, и все стоят вот так вот просто. Мы стояли сначала, далеко, и как-то поначалу, знаешь, спрашивали, типа, можно я к тебе прижмусь, потому что когда ты просто прижимаешься к человеку, ты чувствуешь как бы его тепло, его тело, вот, это тебе гораздо, это сильно согревает, то есть совсем по-другому. То есть понятно, что не полностью, но это хоть что-то, вот. И поначалу мы как-то, знаешь, спрашивали, а потом, типа, вторые сутки ты спишь на бетоне, холодно, ты молча видишь какого-то человека, просто подтягиваешь его, мужик, неважно, знаешь ты его, не знаешь, просто подтягиваешь его к себе, обнимаешься и спишь, и похер вообще на все, вы спите в обнимку, все, и как бы, нет ни у кого там никаких мыслей, понятное дело, потому что все понимают, вот. И на самом деле я стоял, мне все равно холодно было, вот. Но через 3 человека от меня стоял парень, которому сломали нос. И он был весь в крови, у него все лицо было в крови, у него с носа капала кровь периодически, вот. Как бы она запеклась, у него, слава богу, кровь остановилась, то есть это выглядело жутко. Я понял, что когда мне херово, я смотрю на него и понимаю: не, мне не херово. Вот, и мне как-то, я говорю: блин, чувак, держись.
Единственный способ был попроситься погреться, это было попроситься в туалет. Но типа первые часов, я не знаю, 6 нам не разрешали ходить в туалет вообще. То есть они орали: под себя ходи! И ржали: давай, давай! И там были, правда, люди, которые описывались. Многие описывались, ну как бы, причем даже раньше они еще в автозаках описывались, ну скорее от страха, я думаю, это происходило. Был даже парень, который обделался по-большому, да. И потом, соответственно, они в какой-то момент начали водить в туалет. Как это происходит? Ровно так же, как тебя в автозак ведут. И когда тебя приводят из туалета, тебе, соответственно, херак так вот в спину, что ты должен лечь, а с завязанными руками ложиться, ну вот стрёмно. То есть это вот так должно происходить. Дальше ты должен упереться, типа, башкой во что-нибудь. И как-то вот так вот, типа ты... О! Вот. И знаете, так как ты лежишь долго и очень неудобно, ты пытаешься найти любой минимальный способ улучшить свое положение. То есть ты такой пытаешься найти где-то какую-нибудь кочку, в которую можно упереться так, чтобы нос все-таки мог дышать. Вот. И как бы вот так на боку лежать не разрешали. То есть вот так, казалось бы, да, ну ты также вот, ну как бы в максимально... То есть ты также ничего не можешь сделать, то есть там ты не угрожаешь никому, но ни хера лежать так нельзя, потому что так лежать удобно. Поэтому они реально постоянно подходили, типа заставляли вот так вот лежать. Вот, и это прям дикая дичь. Где-то через часов 8, когда мы лежали вот так, вот, после этого нам, ну то есть прям у тебя все затекает. То есть ты лежишь, ты отмораживаешь там достоинство, ты отмораживаешь к херам легкие на этой земле, вот, и у тебя все затекает. И часов через 8 нам разрешили, типа, сесть на колени. Как это происходит? То есть это единственное другое положение, в котором можно сидеть. Это вот так происходит. Ты должен, типа, упереться башкой в землю, вот. И, соответственно, на коленях вот так сидеть нельзя. К тебе подойдут и берцем тебя опустят вниз. То есть ты должен сидеть на коленях, обязательно упираясь головой в землю. Вот так. Вот. И так, на самом деле, тоже, ну, как сказать, удобно. По сравнению с тем, что ты 8 часов до этого лежал в одном положении, это, можно сказать, удобно. Вот. Но тут начинает затекать все. Колени, соответственно, ступни, спина начинает охеревать. Вот. И максимум, как бы, того, как ты можешь улучшить свои вот ощущения, это ты можешь вот так вот чуть-чуть назад, вот так вот, типа это. Но, опять-таки, голову отрывать нельзя. Вот. И вот так вот. И, соответственно, вот в таком положении мы находились, ну, еще много-много часов 6, наверное, вот, и, ну, то есть потом они разрешали, там, надо было спрашивать, там, товарищ, можно мне, пожалуйста, лечь? Кому-то разрешали, а кому-то нет. Парень Егор, то есть их вот дотаскивают до вот этого кабинета допроса и начинают спрашивать, типа, кто у вас главный, кто там вас координирует? Он что-то говорит не так, ему херак там пяткой в ухо, что он падает вместе со стулом, переворачивается, ему херачит по коленям, по всему, просто вообще невероятная дичь. И вот он выходит, и у него, но оттуда, я имею в виду, его там дубасят, ну просто вот его там на нем прыгали, я не знаю, убивали просто. И вот он заходит, я на него смотрю, и у него нет, ну, мне даже не хочется ему задать вопрос, типа, пойдешь ли ты еще раз, потому что там все само написано. То есть это вот, ну, как бы вообще его закаляет только. Он говорит, блядь, я, говорит, ну, я не понимаю, говорит, как так можно с людьми. Я, говорит, я вот хоть сейчас готов вот захватить кого-то из них в заложники. Вот этот момент, вот я вот... Да, вот это вот, я сейчас час всего побыл, то есть у тебя выпадают руки из суставов, это самое жуткое. И вот у меня сейчас еще как-то есть силы, на самом деле там даже сил не было, то есть ребята подходили, вот так вот клали, типа вот руку на забор вот так, и вот так пальцами наверх поднимали руку, потому что тебе не хватает просто сил сразу руку вверх поднять, и ты вот так вот стоишь и просто отмокаешь. Потому что, блин, это просто самые приятные ощущения на тот момент, который можно испытывать. В какой-то момент вот какие-то силовики, я уже их потом не различал, кто там ОМОН, кто не ОМОН, давали нам возможность, типа, минут на 5 разрезали, типа, можно было так постоять и потом обратно. Среди милиционеров были ребята, которые меня узнавали, и там был конкретно один милиционер, который очень попросил меня, чтобы я сказал о том, что среди всех этих силовиков нашлись ребята, которые дали мне сигарету, отвели и поговорили со мной 5 минут про мои блоги, спрашивали меня про Венесуэлу, про Корею. Так вот я говорю, что да, такой чувак действительно был. Вот, соответственно, поэтому среди
тех разговоров, которые я слышал именно среди милиционеров, они сами признавали, что как бы многие из ребят, которые ходят на эти демонстрации, это не совсем дебилы, а среди них, прям прозвучала такая фраза, они говорят, среди них есть реально нормальные пацаны. Но большинство, 95% всех тех вот силовиков, которые окружали нас в это время, они были абсолютно уверены, что всем платят, постоянно задавали этот вопрос, то есть раз в час, 2 раза в час, как минимум, они постоянно задавали вопрос, причем они как бы не просто задавали типа с целью уколоть кого-то, им реально было это интересно. Там были даже группы небольшая группа ребят 20-летних, их в районе 6 утра отпустили. И вот уже все, то есть протоколы подписали, все, они уходят, и они опять к ним обращаются. Ребят, ну скажите, ну сколько вам платят-то? Ну сколько, $20? 30? Вот. А все остальные, как бы, ОМОНовцы, то есть нет, они доминируют и кричат на тебя. Ты, мразь, хочешь перемен? Вот тебе перемены. Они по-настоящему пытаются ломать. И знаете, это, да, ну как, это в общем-то работает. Потому что я вот лежал там 5-6 часов там, и я лежу и думаю, блин, да нахера я вообще этим занимаюсь? Да кому вообще вот это нужно? Вот я поехал сюда, вот и что, вот я сейчас, кому я что сейчас доказал? Лежу мордой в пол, хер знает, что со мной будет дальше, за сколько меня закроют? Ну, как бы, они же вообще непредсказуемые. Тебя могут закрыть, я не знаю, там на 20 лет, тебе скажут, да, он, блин, пособник террористов каких-нибудь. А то, что ты пособник террористов, это просто то, что ты, блин, шел, я не знаю, рядом с местом, где кто-то когда-то собирался. Я в какой-то момент понял, что это главное то, чего они пытаются добиться. То есть тебя сутками держат вот в этих просто максимально конченных условиях, они пытаются сломать людей. Они пытаются заставить их думать так, что вот они пытаются их заставить не опираться на себя, они пытаются заставить их не думать, они пытаются заставить их считать, что вот то, что им взбрело в голову, это все полная хрень. Жить нужно только так, как вот они сказали. Вот это их главная задача. Это главная их задача — напугать людей. Напугать, и чтобы вот эти люди потом рассказали еще другим ребятам, какую жесть они творят. Вот. И поэтому я на самом деле опасался записывать этот ролик с точки зрения того, что я не хочу как-то напугать людей. У меня нет совершенно задачи, чтобы типа все испугались и такие «Вау!». Я просто хочу, чтобы люди понимали, что там происходит на самом деле. То есть это очень отважные ребята, кто после этого все равно идет туда дальше, пойдет туда дальше. Если пропустить сейчас весь белорусский народ через вот эту вот систему, ну да, он, наверное, выберет Лукашенко. Честно тебе скажу, если бы вот я был белорусом, и я такой выхожу, значит, сейчас вот из этого КПЗ СИЗО, и меня такие типа, ну что, за кого голосуете? Блин, за Лукашенко, конечно! За Лукашенко, потому что, да, конечно, потому что семья, дочь. Ну, слушай, я просто не хочу, чтобы их тупо били. Ну, вот да. Я поставлю, а дальше я буду думать, типа, как наладить свою жизнь, потому что, ну... Я думаю, что ничего не получится, то есть говорю, что вот люди испуганы, да, есть страх, есть, но тем не менее люди все равно выходят. Вот мы ехали сейчас вот по Минску, ты же видел, да. Куча людей, особенно женщины, выходят на обочину дороги, так стоят с цветами, мимо проезжают машины, все бибикают, то есть такое вот, как, знаешь, единство нации. Короче, еще 8 часов езды, и я дома. Честно говорю, болит абсолютно все. Особенно обидно прям за задницу, потому что она просто отбита этими дубинками и бетоном, на котором постоянно ты лежишь, и ты типа берешь башмаки, подкладываешь хоть под копчик, потому что копчик такой, бля, да ты чё, чувак, как я могу тебя держать столько времени? О, это было, ну было и было, вот я по-другому не скажешь. В целом, конечно, такой опыт себе, вот. У меня нет никакого ощущения там надлома или еще там, нет, конечно же, но понятно, что я сразу уехал. Я понимаю, что очень много людей не могут себе позволить уехать, вот, и белорусские люди, белорусский народ, я был
Я очень впечатлен вами, просто от души, реально. Вот я сейчас, я приехал, меня когда выводили из КПЗ, мимо камеры где-то я сидел, мне так хотелось зайти, ребята, просто обнять всех. Ну, естественно, я уже не стал, я не мог об этом попросить, это понятно. Но у меня вот ощущение, что я просто встретился с каким-то прям реально вот трушными людьми. Это люди, ты хочешь, чтобы появлялись такие люди в твоей жизни, потому что таким образом в твоей жизни появляется, она наполняется каким-то смыслом, персонажами вообще. Поэтому, несмотря на вот это все мракобесие, которое творилось эти дни, я дико благодарен судьбе, что я встретился с теми людьми в этих камерах, потому что они потрясающие. Я понимаю, что вы не можете себе сейчас позволить все взять и разом из страны уехать. Вот. Я не советчик, но я что делать, но просто знайте, что мое сердце с вами, я обеими руками, ногами, всеми своими отбитыми копчиками за вас. Вы охренительно крутые. Лядов с места событий.